Всем привет, меня зовут Алексей, вы на канале Календарь Рыболова. Рыбка, которую я наловил в прошлом походе, довольно быстро закончилась. У меня два взрослых кота, которые рыбу любят намного больше, чем сухие корма и другие покупные кошачьи. Я отправился на реку, а дорога к ней идет через сосновый лес. Ну и решил убить двух зайцев, посмотреть, есть ли грибы, и заодно наловить домашним питомцам небольшой рыбки. Но, как это ни странно, грибов не обнаружил совсем, хотя было очень много дождей. И вчера был такой хороший ливень. Возможно, это связано с тем, что недавно горел лес. Может быть, поэтому грибов сейчас и нет. Конечно, по сосновому лесу намного проще и приятнее передвигаться, чем по лиственному. Нету веток, которые постоянно попадают в лицо, паутины на них, да и поменьше завалов. Комаров практически нет, и такой приятный хвойный аромат, очень свежо, особенно после дождика. Но грибов я так и не нашел, сильно упираться не буду, долго искать, потому что когда они здесь есть, то их можно насобирать в большом количестве за короткое время. Сейчас буду искать свой велосипед. Вот он. Увидел. В общем, буду потихоньку теперь идти в сторону реки. Да, еще хочу сказать спасибо подписчикам и зрителям канала, которые высказали свое мнение по поводу рубрики «Советы рыболова». Подавляющее большинство комментариев было за рубрику. Поэтому сегодня она тоже будет. И, в общем-то, это будет, наверное, основная часть этого видео. Потому что я планирую новый поход, довольно продолжительный. Я думаю, не меньше недели я пробуду в землянке. Но сейчас у меня есть пару дней на подготовку и на кое-какие дела в городе. Ну а сегодня полдня свободных, поэтому я решил сходить к реке, посмотреть, есть ли грибы в лесу. Не знаю, удастся ли мне смонтировать видео прямо в землянке, поэтому я подумал, что будет не лишним сделать хотя бы небольшое видео, чтобы зрители долго не ждали очередного, которое будет не меньше, чем через неделю. Ну вот я и возле реки. Место выбрал первое попавшееся, потому что ловить буду рыбку сегодня не крупную, для котов. А она подойдет на прикормку практически в любое место. Это место оказалось очень даже перспективным. Здесь присутствует обратное течение, небольшой такой затишок с отсутствием практически течения, и вот такой островок травы, который защитит меня от осторожной рыбки. Я уже вижу небольшую рыбешку. О, даже вижу маленькую щучку, совсем вот такого карандашика, сразу за травой. Много красноперки, уклейка. Это, собственно, та самая рыбка, за которой я и приехал. Красноперка, плотва и уклейка. Она очень быстро приходит на прикормку, и не составит труда наловить ее и порадовать своих домашних питомцев. Первым делом я замешаю прикормку, чтобы она успела напитаться водой, пока я буду оснащать удочку. В данном случае абсолютно не важно, какая именно будет прикормка. Желательно, чтобы она была мелкофракционная, без крупных каких-то частиц. Конечно же, есть водоемы, в которых до сих пор очень много рыбы, и использовать прикормку совсем не обязательно. Но если вам так не повезло, и вы ловите рыбу там, где ее не так много, то использование прикормки сильно добавит шансов на хороший улов. Сегодня поговорим, наверное, о самой простой, но мною самой любимой снасти, а именно поплавочной удочке. Моя удочка уже в сборе, но я ее буду полностью переоснащать, потому что сейчас она собрана достаточно универсально. На нее можно как поймать небольшую плотву, так и килограммового леща. Но сейчас моя задача наловить некрупной рыбы для котов,
Поэтому на деликатную снасть это будет сделать намного проще. Начнем с удилища. Если у вас нет огромного арсенала удочек под каждый вид и условия ловли, то я бы рекомендовал 5-метровую карбоновую удочку. Это, наверное, самая оптимальная длина. Я использую удочку без колец и без катушки. Леска привязывается напрямую к вершинке удилища, и в транспортировочном состоянии переносится вся снасть на мотовильце. Я же немного модернизировал удочки, примотав изолентой вот такие вот медные крючочки, на которые можно собирать снасть. Время по сборке и разборке удочки намного сокращается. Так как мы сегодня ловим небольшую рыбу, то и диаметр лески также должен быть небольшой. Я рекомендую 0,1-0,12 мм. Хотя для новичка такая тонкая леска может вызвать некоторые трудности. Она может легко запутаться или оборваться на каком-то зацепе или крупной рыбе. Но с другой стороны, если мы не будем практиковаться, то опытным рыболовом так и не станем. Так как я ловлю на реке, здесь присутствует течение, то поплавок следует выбрать вот такой формы. Если его правильно грузить, то он будет очень чувствительный. А грузить его нужно, чтобы выглядывала лишь вот эта тоненькая антенка, а тело поплавка было полностью в воде. Тогда он будет максимально чувствительный, а для ловли некрупной рыбки это очень важно. Целью сегодняшней рыбалки будут красноперка, плотва и уклейка. Все эти виды рыб, как правило, кормятся в толще воды, поэтому ловить мы их будем в проводку, и огрузка поплавка будет не совсем обычная. Крепится несколько грузиков от большего к меньшему в сторону крючка. В моем случае 4 груза. Опять же, не забываем, нужно грузить так, чтобы у поплавка выглядывала лишь его антенка. Для чего это делается? Как я уже говорил, рыба кормится в толще воды. Если мы поставим груз один большой возле крючка, то он сразу камнем будет нести наживку прямо ко дну. А в таком случае он будет распределяться вес всех грузиков по леске, и будет довольно плавно опускаться, и рыба будет успевать хватать на лету эту наживку. Теперь по крючку. Крючок должен быть соразмерен рыбе и наживке. Ну и желательно должен быть качественный. Но если по финансам не получается купить качественный, то можно купить подешевле, но их следует чаще менять. Ну вот, снасть готова, прикормка замешана, и можно начинать ловлю. Уклейка моментально подошла на прикормку, достаточно хорошего размера, как для небольшой речки. Прикормку следует добавлять часто, но небольшими порциями, чтобы в толще воды постоянно находилась взвесь из мелких частиц прикормки. После того, как я обильно закормил место ловли, в верхних слоях воды собралось большое количество мелкой вот такой вот уклеечки сантиметров по 5-6, которая большого интереса не представляет, но не дает ловить рыбу, которая, возможно, уже собралась на прикормке, которая упала на дно. Там может подойти и плотва, и небольшой подлещик. Поэтому я сдвинул грузики все вместе, чтобы наживка успевала быстрее пролететь и достигнуть дна. Вот такая небольшая уклейка постоянно ловится. Обычно более крупная рыба, когда подходит на прикормку, отгоняет мелкую. Но почему-то не в этом случае. Если ваш садок для рыбы имеет крупную ячейку и мелкая рыба в него проскакивает, как в моем случае, то вполне можно использовать вот такой небольшой сахарный мешок. Он всегда лежит в моем рюкзаке на всякий случай. И вот пригодился. Вот это уже размерчик посолиднее. Только что у меня сорвалась уклейка недалеко от берега, и прямо на глазах ее атаковала небольшая щучка, наверное, с полкилограмма. Я, в принципе, довольно часто, когда ловлю мелкую рыбешку, использую вторую удочку в качестве живцовой. И довольно часто попадается щука, потому что
когда кормишь место, мелкая рыба концентрируется, и щука на это очень обращает внимание. Так что тоже как совет имейте в виду. Щуку, в принципе, можно ловить тоже на прикормку. Даже когда я целенаправленно ловлю щуку на живца, я забрасываю и под поплавок подбрасываю обычную прикормку для мелкой рыбы. Рыба там собирается, и щука становится более активной и с большим желанием хватает живца. Не всегда визуально перспективное место является таковым. Я надеялся, что на прикормку подойдет плотва и красноперка покрупнее. Но, как ни странно, уклейка вытеснила и красноперку, а плотвы так ни одной и не попалось. Также не помешает взять с собой небольшую тряпочку, чтобы вытирать руки после рыбьей слизи и после прикормки. Ну и, конечно же, забираем с собой все пакеты, упаковки от прикормок и любой другой мусор, который мы принесли с собой. Да желательно и не только который мы принесли, а который остался после нерадивых отдыхающих, чтобы в следующий раз прийти в чистое место и насладиться природой и рыбалкой. Ну вот, день близится к завершению, и пора возвращаться домой. Я наловил немного мелкой рыбы котам, думаю, они будут довольны. Ну а вы теперь знаете, как правильно оснастить поплавочную удочку и практически всегда и везде наловить некрупные рыбки для своих питомцев, либо для ухи, может быть таранки. Я надеюсь, в следующий раз мы с вами поймаем что-то более серьезное, чем уклейка или красноперка. А вы можете написать в комментариях, какую именно снасть бы хотели рассмотреть в рубрике «Советы рыболова». И если я буду иметь достаточно опыта в ее использовании, то обязательно расскажу. Ну и на этом буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. Добра, мира и до встречи в следующем видео. Пока. Эй, колеса проколешь мне. Найк. Тимофей, не стесняйся, бери. Смотри, так без рыбы останешься. Будешь таким скромненьким. Тёма, Тёма, залазь, вон рыба.